Первый выезд у нас в черте города находится, на Детской. Вот. Там, соответственно, пруд на территории завода, и там пруд, в котором расплодилось большое количество карпов. Вот, сейчас приедем туда, посмотрим, что происходит у нас с водоемом. Так что что-нибудь готовьте себе и погнали. Ну что, можем начинать видеосъемку. Вы их не подавите. Я их не подавлю. Я же говорю, я вот ученик мастера Вена. Мастера Вена. Так. Не, им главное, мне же еще туда вынести. Туда. Ух ты, золотая рыбка. Ой, какая красавица. Быстрее опускайся. Так, Прелесть как. дело не в скорости. А в чем? А? А в чем? Перевести аккуратно, главное. Рыбе-то она может до 3 минут, в принципе, находиться спокойно. О, вот это, ох ты! Где? А вот это у нас, о, красавец какой! Конечно, неплохо мы их вырастили. Неплохо мы их вырастили. О, Когда мы есть будем? это, кстати, не самый Не надо большой. есть. Не надо? У нас самый большой это тигр. Это карп, да. Сейчас я тигра поймаю. Он, короче, где-то, он прям по ногам мне, он проплывает и по ногам прям бьет. Я прям его чувствую. Сердце Вон он надо, сзади. чтобы- Где? Красный тоже, да? Да, но он Да. такой полосатый. Он такой. Так, листвы нам спасибо не надо. Вот. Ай, красавец какой. Нет, белый Прям больше. пятно. Это на самом деле вот не лист, это пятно у него такое. Белый больше все равно, вы говорите, Да? тигр этот больше. Нет, Почему? белый По больше. длине, иди сюда. По длине он больше, по-моему. А вода там внизу Все холодная. пришли. Чё снимаем? Не, просто я говорю, я сказал, что руками буду ловить. И вот все ждут, когда же я хоть одну рыбу рукой поймаю. Да ладно, уже было. Я видел. Ну, я на всякий случай покажу. А то мало ли... Вода холодная, руки застудите. Да не, я как говорится, это... Я привыкший к... Кара. И рыбка золотая. Я же говорю, я ученик мастера Вена. Всё. Вот там еще кто-то сильный такой.
Просто Вот там иногда ещё бывает было. так, что руками, ну под конец, когда уже вода совсем внизу, руками вот мелких выкидывать гораздо проще, чем... Большой, да? Ну да, чем с очком их вылавливать, потому что они начинают прятаться повсюду. Вот. Ёлы Вот это улов! Ой, класс! Вот, мы по ходу дела чемпиона нашли. Да, вот это рыбина. Это... О, красавица. Красавица! Еще... Она еще хочет, короче. Видать, вашим карпам маловато. О, она пузатая уже. Да? Ага. Иди, красотка. Блин, надо что-то, короче, серую рыбу куда-то. Закидывай их в этот, может, в ведро. Отсортировать, потому что их, во-первых, много. Ну хорошо. Ангар. Они не- Слушай, у нас вот такой бачок вот есть. Можешь принести такой же черный? Это хорошо было бы, если бы не было бы столько рыбы. У нас фильтрация здесь не справится просто с таким объемом. О, а это маленький карп плавает. Ну ладно, малыш. Ангар. О, еще один. Принесешь вот такую же, где-то у нас бадья есть. По-моему, в старой котельне. Да. Я не знаю где. Короче, вот малек вот прошлогодний. Вон он какой. Ну вообще классно. Да, классно. Да. Да, он, кстати, и эти караси, короче, караси. Красивый. Так это, это тоже, это все наши. Это может Это карась? А это серый карась, да. Но вот они, вот это вот получились. Где эти? А, нет, это вот, кстати, вот это вот, я думаю, серенький, вот маленький, которого я показывал, они получились от смешения, наверное, тех и тех. Они съедобные? Кто? Да, конечно, это же рыба как рыба. Чем бы их не съесть-то? Вот так вот. И все. Ну, Прям бывают как разные в Египте ядовитые. смотришь на них красивые, золотые. Так. Здесь у нас... Убежал. Нет. Меня не убежишь. Вот. Это беленький. Как это? Все детеныши уже вырастевшие здесь. Вырастут. Да, да. Блин, очень много новых, короче, нового поступления. Вот эти вот расплодились. Мгм. И что с ними Не делать? будешь где-нибудь пруд строить еще? Так, Мы- нет, здесь, мы здесь же пока суть- продадим сейчас рыбу. Суть-то в чем? На самом деле, я не могу из непроверенных источников рыбу. Так ты здесь уже сколько лет? 4 года уже. это Уже понятно. проверил источник. Нет, рыбе может нравиться, допустим, эти условия, но переносишь их в другие условия и все, и Они там не привыкают. они, да, они не могут прижиться. Потому что, я говорю, здесь вам чисто случайно повезло, что у вас рядом дуб растет. Да ладно, спроектировано было так, это не случайно. А что из-за дуба? Дуб, листва падает и, получается, создается дубильные вещества, да, гуминовые кислоты и прочее. Они создают, скажем, свою атмосферу здесь для рыбы. Ой, еще один. Козявочка! Карп-козявка! Карп-козявка! Ну и Их, короче, очень много. И притом подсчет даже невозможно правильно. Ого! А ты как это на тебя не заметил? А это она. И она тоже беременная. Блин. Ну, классно. Это вот, кстати, это самое, она уже, по-моему, ну, как бы родившая здесь. Это не какое-то... Она родившая здесь. Вот Да. ее рыжие, как бы, здесь плавают. Вон он. Тихо. Вот. И она зеркальная. Так, все. Теперь можно уже, наверное, думаю, вытаскивать. где наш дружок? Нет, так там, наверное, еще есть. Там Нет, что-то там мало. есть еще, просто надо мне сейчас перенести. Вот эти, просто здесь сортировку сейчас делаем. Вот. А это, короче, точно не здесь. Помогаем? Ну сейчас этот придет. Ангар. Бедная, как он они грязные. Ну был.
Сейчас я ему аэрацию кину. Правильный перенос. Это надо у Петра будет. Снимаешь, да? Да, я снимаю. Сейчас. У него длинное видео здесь. А потом нам перешлешь, Лёша. Ну вот Петя потом сделает Правильный перенос нарезку. карпа. Палец к рту, под плавники и вот так вот снизу. Затыкать ему. Да, таким образом он перестает активно двигаться. Вот, и можно... Понять жизнь, да? Да, потому что чем больше карп двигается, они спокойно начинают лежать, присасываются к пальцу. Вот, чем больше карп двигается, тем хуже, когда его переносишь. Вот. Вот этот вот самый мощный. Это, кстати, самец. Ну, Вот. ну вот он наш, единственный, который остался. Вот, Да, все все- беды пережил. все, да, его и травили, и нормально все. Терминатор, короче, местный. Так, рыбу так поделили уже? Да. А я уже опоздал, что ли? Нет, мы вам оставили там, еще не всех вытащили. То есть можно Вот еще одна самочка. самообслуживание. Вот еще одна Да, самочка. да, кстати, да. Тоже уже икристая. Угу. Я говорю, они игрища, видать, как-то устраивают. Вот. Только у них тут коммуналка такая. Коммуналочка хорошая. Красная веточка или чьи-то чепуя? Чего? На голове у нее там красная. Там это у нее такой окрас. Там есть красивый очень. Родинка. Вот этого, да? Вон, у нее и на губе, Да. Нифига себе. у нее и на губе, и вот над глазом. Это такой окрас. Такая манерная. Ну, Накрашенная. накрашенная. Да не накрашенная. Ладно, просто без листа сейчас это все запихать. Что тебе нравится? Что, вы каждый год делали вот такую чистку? Конечно. Мы еще и осенью это делаем. И летом. Да, Летом, если и что. летом. Да, один раз. Если лето будет жарко, то придется делать. Ну летом без вылавливания, да, по-моему? Да, летом без вылавливания у нас. У нас чистка фильтра, подмена воды, химия, и там всякое такое. Да, в прошлый раз вот такие свои рыбы наши сдохли быстро. Так, все, уходим, рыба моя. Я как раз исправлял это положение потом. Кстати, не первый раз мне предъявляют именно вот это внесение химии. Это не я был. Дашка, ты опоздала, тут такая красота была. Ну да? Да, я же выловил малька цветного. Сейчас. Вот. Малыши карповые. Цветные. Вон они. Там, наверное, еще осталось. Красивые. Но они перемешались, по ходу дела, там есть Не, пару. ну конечно. Так, а это... Блин. Пролетарского рода. Даш, забирай рыбу, Даш, давай быстро рыбу забирай. Забирай себе в аквариум. Сколько она сейчас выпрыгнет? Туда коньки в аквариум не надо запустить? Вот я говорю. Там умирает, да? Хотя бы маленькая, что ли. Они тут охренеют после такого объема. Вот это вот перемешался карась красный и карась обычный. А, то есть перемешивается, да? Перемешиваются, притом они очень сильно намешались именно караси. Они какие-то стали, во-первых, форм. Надо промывать, таких тебе нет. Прыгаем. Вот так вот по щиколотку в дерьме я и работаю. Кстати, вот здесь можно посмотреть, какие хорошие ирисы, потому что здесь за ирисами ухаживают, и их перед зимовкой
подстригают под конус. И, соответственно, у нас весной поднимаются. А здесь, вот, здесь нимфеи разрослись уже довольно большие. Вот, и тоже перед зимой у нимфеи надо обязательно всю листву собирать и, соответственно, выкидывать. Потому что в противном случае нимфея, когда зимой погружена в воду, ее на глубину метр можно погружать, вот, она будет пытаться этим листьям давать какое-то питание, и, соответственно, сам клубень может погибнуть. Здесь вон клубни прям вот, клубень, массивность клубня. Вот, клубень какой у нимфеи, это все вот ее корневища, и вот пошли новые, свеженькие, так что здесь нимфеи очень хорошие. Вот, сейчас, в общем, как видите, пруд дочищается, сейчас вот почищу и, соответственно, буду приступать уже к заливке воды. Там надо откачать воду грязную на меня половину. Вот, надо воду из ямы откачать грязную, и, соответственно, здесь будет установлен фильтр для воды. Собственно, водоем помыт. Нимфеи расставил на свои места. Вот здесь вот у нас еще светильники, тоже все отмыто, пленочка отмыта. Внизу там немножко осталось зеленой, как говорится, жижи. Она, назовем так, для поддержания биологии, ну и на самом деле просто невозможно оттуда поднять все камни, которые там есть. Заменил насос, старый насос вышел из строя. Вот такая вот у нас сейчас красота. И сейчас будем, соответственно, заливать это дело все водой и высаживать рыбу. Тут вот у этих у серых карасей вон уже вспенивание началось, но, как видите, живые все. И карпы тоже все живые, плавают под аэрацией в бочечке. Вот. Единственное, время уже 5 часов. Я еще не поставил фильтр, но сейчас еще фильтр установлю. Фильтра. Это народ тупит по поводу. Так, внизу, в общем, керамические кольца. Потом пористая грот керамика. Грот керамика, по сути, нужна для расселения бактерий. Вот. Кольца, они что делают? Они забирают крупные частицы грязи, потому что фильтрация снизу идет через клапан. Вот. И распределяют поток воды. Меня не видно. Такой гайд по этому дальше. Дальше у нас идет, короче, это циолит. Вообще циолит, он по-разному кладется. Но когда есть вот такие вот центральные картриджи, вот, туда вообще мелкий дробленый циолит нужно закладывать. Но здесь не принципиально, потому что главное, чтобы работал как сорбент. Циолит, он, по сути, избавляет от фосфатов.
Ой, это операторская работа, да? И фильм поснимать. Прикинь, потом ролик выложу, он там, короче, много миллионов берет. Мгм. Тогда надо будет указать, кто оператор. Ну, это там у академика у него там этот, оператор Ну от да. Бога. Ну, кстати, там этот Телебаев, или как его, Влад Телебаев. Но он снимает хорошо. Это- Так. Дальше, соответственно, собираем крышки. У нас получается верхняя кассета, у нее так, ну, то есть она цельная. Ну вот. Это сюда, все сюда. Самое важное, когда вот эти вот новые велды покупают, новые, главное во всем этом деле это не забыть распечатать вот эти вот центральные картриджи, потому что самый забавный случай это то, что когда приезжаешь, почти у всех, я не знаю по какой причине, они в полиэтилене. Просто ток воды не идет. Так. Оля. И в центральный тоннель все. Там все уплотнители, соответственно, проверяйте, чтобы были упругие, и при необходимости это все надо менять. Нет, надо будет. А, ты на паузу ставишь? Да не ставил. Нет. Так. Сейчас еще один. Остальное вот это на подмену там оставить. Угу. Так. Они килограммовые, да? А? Килограммовые? Да? А, С мешками. здесь уже. Да, здесь. Короче, уголь этот активирован. Промывать на самом деле новые наполнители можно, но смысла нету, потому что они попылят немножко, когда фильтр запускается, они немножко попылят и успокоятся. Вот, здесь конкретно, вот который сейчас этот уголь, это не восстанавливаемый. Ну, то есть он стоит недорого, но он не восстанавливаемый. То есть, ну, вот эти вот балабашки, их еще промывать можно было. Вот эти вот. Но зато он, на самом деле, его не жалко, он стоит недорого. Потому что балабашки там сейчас уже почти под 5000 рублей за упаковку угля. Мгм. А эти, по-моему, по 1600. Ну и, соответственно, распределяем уголь равномерно. Мешков с этим углем такие мешки идут. Сразу хорошие.
А я пожалел мешки, ну ладно. Мешки всегда пригодятся. Ну да. Вот, по сути, на самом деле, в пруду вот черноту, которая там от угля она выходит, вот, она очень быстро оседает. Ее потом не остается, в принципе. Так, уголь распределили. Дальше у нас идет крупная система фильтрации. Губка более тонкая очистки губка. И, соответственно, сверху идет вот такая вот вата. Это так называемая, по-моему, это не синтепон, это перлоновая нить называется. Вот. Ее можно вот так вот прям вот выкладывать. Сюда должно помещаться ровно 2 мешка. Что у меня опять не получится. Так. Сверху, вот, когда накрывается, она, скажу, вот так разворачивается, по углам забивается, чтобы именно через нее проходила, а не через отверстие вода. Плюсов у нее много, да, она воду делает прозрачной, прям вот идеально, но минусы в том, что в середине лета она забивается, и ее, соответственно, надо чистить и обслуживать. У меня тут этот кусок-то не влезет сюда. На подмену оставим. Вот. Соответственно, когда все это сделали, наступает... А, сейчас лучше паузу нажать. Блин. Я стяжку взял. Провод. Так. Вот. Снимаешь, да? Короче, важный момент, который никто не покажет. Никогда и нигде. А мне без разницы, потому что все равно, когда все, что я показываю почему-то людям, народ пытается делать самостоятельно, все равно лажают постоянно. Так что, как говорится, секреты смотрите. Плотно кольцо промазывается и устанавливается вот верхний паз сюда. Вот так вот. Надо подтереть. Это можно было не снимать. Не, это интересно. Просто руки надо протереть, потому что чтобы они не скользили при закрытии. Так. Теперь, соответственно, саму голову. Голову ни в коем случае вот за эту штуку брать нельзя, потому что, вот, допустим, на примере этого же фильтра здесь вот испортили из-за того, что дергали за эту голову. И теперь режимы неправильно включаются в фильтрацию. Так. Соответственно, у каждого фильтра у них есть метки. Вот, надо выставить вот по этой вот метке. И проверить вот так вот пальцами, точно ли село кольцо. Вот. Если кольцо точно село, то дальше оно должно так вот аккуратно сначала надавливайте. И оно должно прям провалиться, ну скажем так, с усилием, которым хватает от обычных рук. Если
чувствуете, что усилие какое-то не такое, или, в общем, что-то пошло не так, значит, кольцо перекосило. Так, кольцо перекосило. Привет. Ку-ку. Если вот еще лампа. Вот, в общем, короче, самое веселье всегда с этим фильтром это именно это кольцо. Но закрыть его всегда надо не плотно. Стало? Отлично. Кольцо село. Проверили по всем сторонам. И придерживайте рукой. Ну или кого-нибудь желательно, конечно, попросить помочь. Вот. Соответственно, хомут вот этот вот верхний, его надеваете, пока, как говорится, не слетела крышка, наружу, вот сюда, к этому пазу. Вот. Вот паз и смыкающаяся вот эта вот часть. Вот, они здесь вот должны совпадать. Дальше хомут поджимаете, берете клеенку. И типа я бочкарь, я бочку колочу. Все. Кольцо село. Берем. Ой. Берем болт. Как вы видите. Стягиваете. Вот эта вот линия, короче, тут тоже. Этот, она более-менее должна совпасть, но она иногда может пойти в клин. Подтукивается это все дело. Вот, пока она не сойдется. Ну, вот, соответственно, линия сошлась. Все, фильтр закрыт. И никуда он уже не денется. Так. Фух. Возвращаем лампу. Это вот ультрафиолетовые лампы у нас. Кстати, с лампами ультрафиолетовыми нет. Делаем вот. Чересчур. Ну ладно. Короче, здесь вот главное вот эти вот резинки. Просто проверить их, чтобы они, вот когда лампа стоит, она вот туда вот резинкой уперлась. И можно закручивать. Ну, одна какая тут как раз таки подсывала. Ну, она, да, вот, скорее всего, из-за этого. Вот, лампы, кстати, вот эти вот подкручивать лучше крайне аккуратно вот здесь. Потому что как раз из-за этих вот пластик. И, кстати, это. Вот эти вот тоже, как запчасти, можно поменять. Пластик отсюда, конечно. Так. Ладно, все. Ну и, соответственно, момент истины погружения. Так, надо сейчас вспомнить. У нас там получается вот этой вот частью вот туда, вот так. Вот.
Вот так вот лучше фильтр в ямы вот в такие, лучше фильтр не ставить. Если есть возможность там беседка или что-то, ну, такое, лучше поставить за беседку или еще куда-нибудь и провести шланги, чтобы вот не заниматься вот таким вот геморроем. Так, ну, в общем, короче, высаживаем рыбу обратно из бочки, она там довольно прилично по времени. Буду просто... О, целая куча рыбы, целая куча карп. Ну что вы, друзья, все хорошо было, нормально. Слушай, их, блядь, не пересчитаешь уже. Ага. Так там они вперемешку с этими, с мелкими. Их уже штук 20, мне кажется, есть. Нормальных, нормально. Вот так вот? Да, что, перевернуть? Высаживаем, короче, рыбу. Вот. Продолжаем. Друзья, все, возвращайтесь обратно к себе. Вот. Да не, наверное, там штук 30 их есть. Ну да, да, больше. Ну потому что с учетом, если мелких, то там больше. Сейчас я включу карту. Ого. Все, что ли? Может быть, чтобы я все. Ну тут вот, видишь, у вас вот эти вот, которые таких вот цветов карты кои. Ну нормальный, нормальный. Не, они тоже хорошие. Это караси. Это не карась, это карпа-карась. Вот, микс. Смотри, это карась, поплававший рядом с оплодотворением этого карпа. Ну, короче, у карпа и карася у них бывает такое, как говорится, изменение, когда они миксуются. Вот это вот самая большая беда на самом деле. Потому что я уже не вижу вообще рыбы. Там вот было. Там еще было, да? Да. Ну давайте, друзья. Домой. Главное не переживать, что вода отфильтровывается. Да нормально. А мы не подсняли, что фильтр-то запустили. В общем, фильтр запустили. Вода, соответственно, вон выходит чистая оттуда. А там, соответственно, вода вот такая вот немножко грязная, которая осталась, но она быстро отфильтруется. Ну вот. Фильтр, соответственно, работает. И победили злосчастную гайку. В общем, вакуум зло. Там еще. Да, я сейчас попробую Тот парень, который наводил шорох. Да, ее я и видел. Одну? Да. Ну, вот две. Вот и солнышко вышло.
Блин, да там они вообще просто бесконечные, бездонная бочка рыбы. Еще. На пару дней будет осаживаться вода. Потому что Да, он сейчас... да, ну это, в принципе, как говорится, каждый год. Ну и все. Нет, вон большого даже не заметили. Он тоже с крапом таким красным Ага. по всему телу. Ну вообще, мне больше всего нравится черный вот этот вот, который так называемый тигр. Вот он пятнами. Вот. А это, и там мало ли для зрителей, кто будет говорить, что типа, о, в жижу карпов сажайте. Там жижа чистая, просто взвесь. Так каждый год происходит. А то все вечно почему-то пугаются, что типа сначала вдруг непрозрачный. Там еще, да. Малыш. Еще один. Ну все, я думаю. А ты снимаешь? Да. Ты ж падать собрался. Я не собрался, но я ее удержать не могу. Вон там рыба. Да, да, я вижу. Это типа, мать, проснись, я обоссался. Да, там осталось немного. Нифига не видно. А? Нифига не видно. Не, вот я их вижу. Там это комета одна. О, тебя-то мы и искали. Нет, там большая была. Жить будет! Жить будет! Жить будет! Там большая красная была. Ну как, Блин, без солнца вообще. О, солнышко. Достал? Да. Ну вот. Ух ты, там чешуи-то сколько. Ну вот у нас на финалочку внесение чистящих бактерий, это Oasis. По сути просто под течение их надо вылить. Такая синяя ампула, киберпанк какой-то. Вот. И сейчас еще, поскольку здесь большое количество рыбы, надо, чтобы органика хорошо перерабатывалась. Я вот такие вот использую еще бактерии американские, микроплифт. Жутко вонючие. Вот. Но при этом на самом деле они очень полезные. Вот. То есть это прям вот живые группы бактерий. Вот. Вон они там квасятся. Ух, какой запах. Ну, запах такой немножко болотистый. Вот. Опс. И их, вот. Как видите, кстати, вода, видите, уже светлеет.
Вон рыбку уже становится видно. Вот. Их наливаете вот под аэрацию. Здесь примерно, ну, на такой пруд вот этого будет достаточно. Вот. Ну, примерно это стакан. 100 миллилитров, где-то так. Вот. Таким образом, бактерии, которые вот это вот я сейчас внес, вот эти вот микроплифт, они начнут выедать остатки ила, вот, и прочие вредные вещества, в общем. Тем самым эта водичка станет скоро прозрачной. Но она и так сейчас прозрачная. А сейчас у нас к концу дня вот такая вот картина. В принципе, все чистенько, красиво, аккуратно. Вот. Туда сейчас пойдут в бочку караси безродные, серые. Вот. Так что все хорошо. Как я... Все. Сейчас попробуем, давай. Нажмешь? Нет, нет. А я тем временем, короче, весь такой вот грязнючий, возючий, но меня все-таки помыли. Вот. Все, собираю инструмент и домой.